Приветствуем вас, друзья! Вы на канале Велес Мастер. В этом видео мы озвучим заключительную часть из прения сторон от лица Зубкова Олега Алексеевича касаемо уголовного дела по факту якобы укуса амурским тигром за палец малыша, которому на тот момент был 1 год и 2 месяца. Следующие прения были зачитаны 18 июля Олегом Зубковым в Белогорском районном суде. Меня крайне удивила позиция 2 следователей, ведущих это уголовное дело на протяжении 8 месяцев, и не являющихся специалистами в области зоологии, биологии, в области производства строительных работ, а также сварочных работ. Удивила их позиция в том, что они не посчитали целесообразным привлечь экспертов-специалистов по этим вопросам. При этом они предпочли сшить уголовное дело, основанное на слухах и предположениях. Постановление Пленума Верховного Суда номер 18 четко говорит о реальной опасности выполняемых работ или оказываемых услуг, может свидетельствовать такое их качество, при котором выполнение работ или оказание услуг в обычных условиях могло привести к указанным негативным последствиям. То есть, если лицо допустило нарушение услуг, которые не представляли реальную опасность причинения вреда и смерти человеку, то такое деяние не образует состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение должно было доказать причинно-следственную связь между возникшим вредом и бездействием или действием виновного. По смыслу закона при рассмотрении дела о преступлениях, предусмотренных статьей 238 УК РФ, необходимо установить не только факты выполнения работ или оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а привести нормативно-правовые акты, в которых закреплены соответствующие требования. Необходимо указать, в чем именно выразилось несоответствие выполнения работы и оказания услуг данным требованиям, их опасность для жизни и здоровья человека. Но в случаях причинения вреда здоровью человека, указать на наличие причинно-следственной связи между действиями, либо бездействиями виновного и наступившими последствиями. Деяния, перечисленные в статье 238, характеризуются умышленной формой вины. В связи с этим, при решении вопроса о наличии в действиях или бездействиях лица такого состава преступления, необходимо устанавливать, что несоответствие оказания услуг требованиям безопасности охватывалось его умыслом, то есть было совершено умышленно. Объектом состава преступления, предусмотренного пунктом Б, частью 2 статьи 238 УК РФ, являются услуги, не отвечающие требованиям безопасности и здоровья потребителей, которые вызывают заболевания у людей. А услугами признается предоставление таких услуг, пользование которыми создает реальную опасность для жизни и здоровья потребителя. При этом сам по себе факт оказания таких услуг не всегда создает реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, в то время как наличие данного обстоятельства является обязательным признаком состава преступления указанной статьи. Поэтому по смыслу Уголовного закона к обязательному доказыванию подлежит не только факт оказания услуги, не отвечающей безопасности жизни и здоровья потребителей, но и создание при этом реальной опасности для жизни и здоровья потребителей. Однако в материалах уголовного дела имеется информация территориального отдела по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому районах от 3 ноября 2021 года, которая свидетельствует о том, что по требованию прокуратуры Белогорского района от 29 сентября 2021 года специалисты территориального отдела приняли участие в проверке Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка Львов-Тайган. При проверке установлено, что всем посетителям на входе выдается путеводитель. На страницах путеводителя имеется информация посетителям о том, что заходить за ограждение к животным запрещено, а также запрещено совать руки в клетки, дразнить и пугать животных. При входе посетителям выдается билет в кассе, где также имеется на первой странице информация о том, что запрещено просовывать пальцы животным в клетки, за ограждение не заходить. При визуальном осмотре установлено, что на каждом вольере с разных сторон установлены таблички с предупреждающими надписями о том, что запрещено заходить за ограждение, осторожно, хищники,
что соответствует федеральному закону о защите прав потребителей. В следующих видео мы покажем вам несколько важных и интересных экспериментов, которые, по нашему мнению, докажут вину в произошедшем исключительно матери ребенка. Поддержите видео лайком, поделитесь им в социальных сетях и подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также на наш Telegram Велес Мастер по ссылке в описании и закрепленном комментарии.